Привет, дорогой зритель! С тобой несколько обросший Яш на канале Яш Программист. Конечно, в первой части я говорил, что нужно всего лишь-то неделя, чтобы подготовить прототип, но это была неделя чистого времени. В реальности же, как обычно, она размазывается на месяцы. Много чего произошло с тех пор, я успел разобраться в сложных юридических вопросах, о которых, думаю, сниму отдельное видео. Обновиться до Ubuntu 20.04, пройти на ютубе The Last of Us и даже найти новую работу. Но наконец-то подготовил, что обещал в предыдущей части, и добыл нужное настроение, чтобы записать этот видосик. Давай продолжим рассказ с того момента, на котором остановились. Я получил волноводные модули, да, и слегка поигрался с ними. Но пришло время для воплощения идеи, о которой я уже давно мечтал. Ну что, ты готов? Тогда поехали! Во-первых, давай присмотримся к тому, с чем мы имеем дело. Это бинокулярные модули с разрешением 1920 на 1080 и углом обзора 40 градусов. Каждый состоит из трех мощных светодиодов, свет которых отражается от LCOS-матрицы и далее по оптическому волноводу попадает прямо в глаз. У них удобный форм-фактор, хорошая яркость, но, к сожалению, небольшая контрастность – 200 к 1. То есть, вместо полностью прозрачного, ты будешь видеть подсвеченный экран, даже если на нем абсолютная чернота. На стороне управляющей платы есть пара ASL97900CRZ, чип, управляющий тремя светодиодами, LT7911D, превращает USB-C DisplayPort в MIPI и отсылает сигналы переключения светодиодов в ASL97, а также STM32L072KB, управляет кнопульками подсветки и переключения стереорежима. Еще на плате присутствует куча обвеса, но в целом это самые интересные чипы, на которые стоит обратить внимание. Первым делом я, естественно, начал обнюхивать процесс подключения платы через USB. И сразу обнаружил, что при подсоединении девайса у меня появляется новое последовательное устройство. Открыв его со значениями по умолчанию, можно увидеть, что что-то пишется при нажатии на кнопки. Кроме прочего, если отправлять внутрь символы с клавиатуры, что-то на той стороне отвечает, мол, команда не распознана. Нажимаешь кнопку и получаешь ответ, значит команды состоят из одного символа. Отправив туда всю клавиатуру по очереди, я в конце концов отправил знак вопроса, и обратно мне вернулось меню с доступными командами и другая полезная инфа. Например, что чипом STM32 и LT7911D можно обновлять прошивку. К сожалению, от изготовителя очень сложно получить какую-либо информацию. Она с головы до пят покрыта NDA и вообще это часть их бизнеса. А с каждым будешь делиться сорцами да доками, так никто и не будет заказывать разработку подобных плат. В первую очередь рассмотрим STM32. Очевидно, он тут самый главный и отдает нам последовательный интерфейс. Из документации следует, что у него нет нормального способа достать прошивку, так как эта модель лишена дебажных удобств типа JTAG. Но так как мы знаем, что обновлять прошивку можно, ищем дальше и обнаруживаем DFU протокол, который фурычит прямо через USB. Просто переключаемся в режим бутлоадера, и DFU Util показывает доступные разделы. По всей видимости, разработчики использовали более здоровую плату со 192 килобайтами памяти, поэтому цифры несколько кривые. Но указав откуда, куда и сколько, удается добавить прошивку из чипа. Ничего не зашифровано, что очень хорошо, но все еще требуется знание в ассемблере, чтобы что-нибудь из нее выудить. Следующая проблема — это чип LT7911D. Им управляет микроконтроллер STM32, и это рабочая лошадка для обработки поступающих данных. И дело в том, что про нее в сети, кроме поверхностной информации, ничего нет. А для управления чипом используются I2C и SPI. Это означает, что библиотеки, упрощающие взаимодействие с чипом, наверняка находятся внутри прошивки и являются тайной. Конечно, можно связаться с производителем, но такую информацию дают под NDA. Соответственно, прямого пути здесь нет, и следовало бы вооружиться инструментами хардварного реверс-инжиниринга, но что-то мне пока лень. И так как продолжение расковыривания легко съест больше месяца свободного времени, и в принципе сейчас не так уж и нужно, я переключился на куда более насущные проблемы, а именно на продумывание прототипа. Итак, дисплеи у нас есть, подключаются и питаются они через USB-C, в них даже можно что-то глядеть. Но вот держать их руками не лучшая затея. Чтобы оба глаза видели четкую картину, оба модуля должны быть достаточно точно расположены перед ним. Что не такая уж и простая задача, как может показаться.
Также, хоть модуль миниатюрен, но довольно тяжел, около 20 грамм, когда масса обычной пластиковой линзы в районе 3,3 грамм. В общем, фиксация должна быть жесткой, позиционирование выполнено с большой точностью, ведь любое дрожание или разъезжание заставит глаза перенапрягаться в попытке сопоставить два изображения. Дополнительной трудностью будет и зрение. Если у тебя оно не самое хорошее, как, например, моя близорукость, дополненная реальность тебя не порадует. В этих модулях оптика устроена так, будто экран расположен на расстоянии 3 метров. Таким образом, размытие картинки будет таким же, как если бы ты глядел на него без очков. Надевать одни очки на другие — это как-то слишком громоздко, так что я придумал использовать линзы из оргстекла от своих старых очков. Нужно было лишь слегка оптимизировать их под конструкцию оправы. Чтобы сделать прототип, нужно потратить минимум усилий с максимальной пользой. И здесь в ход идут любые подручные средства, от жвачки до скрепок. Вначале из какой-то коробки я соорудил держалку, чтобы выровнять модули относительно друг друга. Эти клееные картонки сверху и снизу направляли световоды и позволяли настроить положение и угол между ними. Также я сразу проверил, как будут работать линзы от старых очков, и они не подвели. Теперь, когда система более-менее протестирована, время приступить к раме. Вначале я подумал о защитных очках, таких, которые используют, чтобы защитить глаза во время работы. Отделив оправу от защитных линз, я при помощи модельного пластика, который размягчается при нагревании до 100 градусов и твердеет при остывании, закрепил модули на оправе очков. И сразу почувствовал провал. Их корпус сделан из пластика, и 40 грамм дополнительного веса для него — это ощутимая нагрузка. Конечно, они сразу стали изгибаться под весом и никак не держали модуль. Второй прототип я уже делал на основе довольно серьезно выглядящих спортивных очков. Их рама сделана из годного алюминиевого сплава, внушающего уверенность в завтрашнем дне. Конечно, я сразу избавился от линз и начал думать о креплении. Ведь на раме не так уж много удобных мест, чтобы закрепить эти модули. Несколько попыток с модельным пластиком провалились, и я перешел к более прочной конструкции с толстой медной проволокой. Из защитных линз я вырезал небольшие пластиковые держатели, проделал в них отверстия, направляющие и проволокой накрепко присобачил модули. При этом их световоды уперлись в переносицу рамы, что было очень удобно. Также я довольно быстро сообразил сделать раму из проволоки, в которую вставил корректирующие линзы. Получилось хлипковато, но для первой проверки сойдет. Все еще не была решена проблема с расположением управляющей платы, так что следующим подходом я подумал, как бы аккуратно разместить ее на раме. Отчего-то я решил, что плата будет располагаться справа, и USB-C разъем будет глядеть вверх. Это решало некоторые проблемы с изгибанием плоского кабеля, но оказалось крайне неудобным в использовании, так как USB-C кабель все время пытался стащить очки с лица. Еще я попробовал разрезать плоский кабель вдоль, чтобы совместить половинки и сделать итоговый плоский кабель потоньше. Но, как оказалось, эти половинки начинают взаимодействовать и нагреваться, а в итоге рушат синхронизацию при передаче огромного потока информации к панели. В общем, пришлось переделать конструкцию еще раз, правильно поставив плату, хотя лучше было бы поместить ее, конечно, слева, и заодно переработав хлипкие держалки линз и световодов на переносице. Конечно, итоговый прототип все еще выглядит как прототип, но это успех в плане того, что больше здесь ничего не болтается. После того, как прототип собран, можно четко увидеть его недостатки. Первое — это, конечно, громоздкие модули. Их корпус и стеклянные световоды оказывают основное давление на переносицу. Для обычных очков это 11,1 грамм при общем весе 18,4 грамма, а для прототипа целых 71 грамм при общем весе 86,4 грамма. Не хотелось бы отходить от первоначальной концепции очков, но очевидно, что вес конечного устройства нужно снижать. Второе — это отсутствие аудио. Звук сейчас может перенаправляться, и чип LT7911D в принципе поддерживает декодирование. Прямого доступа к аудио на плате я не нашел. Наверняка какие-то лапки отвечают за это, и возможно добавить динамики костной проводимости прямо на дужке прототипа, но тут нужны будут усилители. Третье — это артефакты. Заметны вертикальные полосы и нечеткость картинки при неправильном позиционировании. Думаю, это лишь вопрос времени, когда модули получат лучшее качество в изготовлении. Четвертое — контрастность. Модули применяют LCOS-дисплеи, которые отражают свет от светодиодов, то есть нельзя получить отсутствие освещения, а следовательно полную прозрачность картинки. В теории можно снизить яркость светодиодов дополнительным фильтром, но вряд ли это сильно поможет. Думаю, вскоре появятся такие же модули на основе OLED-дисплеев, которые дадут необходимую яркость и контрастность. И пятое — это кабель. Хоть и размещен он довольно удобно, но выглядит громоздко и ограничивает применимость.
Тут сложно придумать что-то на замену, так как нужно будет делать приемник и питание от батареи, что утяжелит конструкцию. В теории можно пробрасывать картинку по Wi-Fi, например, через Miracast, но если брать во внимание стереокартинку, то выходит довольно жестко в плане объема передаваемых данных. И я не уверен, что телефоны уже умеют кодировать это нестандартное длинное разрешение на лету. Ведь даже мой S10 не может отдавать ее по USB-C, хотя я думаю, это всего лишь софтварное ограничение на стороне Android. Так что, конечно, это еще не готовое устройство, и определенно здесь есть пространство для улучшения. Думаю, я напишу письмо производителю модулей и узнаю, куда сейчас движется их мысль. И на этом, к сожалению, видео подходит к концу. Но если я увижу достаточно заинтересованности от тебя, дорогой зритель, в продолжении я постараюсь раскрыть потенциал этих модулей и подготовить что-то более-менее юзабельное в плане AR или даже небольшое стереодемо. В общем, если тебе понравилось, прошу поддержать канал Я ж Программист своей подпиской и лайками. А если у тебя появились вопросы или желание обсудить тему, жду тебя на стрим-канале Я ж Программист или в комментариях. Спасибо большое за просмотр и пока-пока!